Гетеросексуальность в нашей стране до сих пор является единственной нормой. Гомосексуалам же живется сложнее, благодаря в том числе закону 2013 года о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. А вот асексуалов вообще принято не замечать и считать ошибкой системы. Почему в эпоху свободной любви тех, кто не испытывает сексуального влечения, все еще считают неправильным? С вами Петя Плосков, и сегодня мы поговорим про асексуальность. Каким образом ты первый раз осознала, что ты асексуальна? Я настолько устала иногда от этого вопроса, что отвечаю, что меня в детстве в котел со сексуальностью уронили. И все, я остановлюсь на этом. Но я осознала. Мне было 16 лет. Я надеюсь, в этот момент будет играть грустная музыка, как я буду это рассказывать. И я думала сначала, что у меня какая-то задержка в развитии, откровенно говоря. Я думала, что со мной что-то не так, потому что ты в школе, девочки такие шепчутся, мальчики скидывают нюдсы одноклассниц почему-то мне. Вот. И я думаю, а почему всем это интересно, а мне не интересно? И я стала испытывать из-за этого такой, какой-то комплекс. Почему все этим интересуются, а я читаю Сократа. Вот. И в итоге у меня была потрясающая гимназия, у нас там был психолог, она была нашим классным руководителем. И, это было тяжелое время, депрессия, скоро ЕГЭ, разумеется. Все думают о суициде, подростковый возраст, типично. И в ходе разговора с ней мы заговорили о том, что я комплексую из-за того, что я не интересуюсь ни сексом, ни отношениями, ни романтическими отношениями, и чувствую себя из-за этого отчужденной от социума. И она сказала, что это нормально, и у некоторых людей такое есть, и все в порядке. И, разумеется, я пришла домой и начала все гуглить. И на тот момент был польский вообще какой-то сайт, форум, и несколько статей на английском, на русском этого слова не было. И я помню вот эту радость, когда я нашла все-таки это слово, и мне кажется, вообще в этом вся задача литературы, просто давать утешение. И я нашла это слово, и такая, боже, по-моему, со мной все нормально. Я стала думать, что я сексуал, стала впервые заговаривать об этом. И, конечно, подростковый период, ты ищешь самоидентификацию, кто ты, Винкс или Наруто, вот, асексуал ты или еще кто-то. К 18 лет я точно поняла, что я сексуал, и у меня была очень такая агрессивная фаза с этим, я вот клянусь. Так я вам сейчас докажу, что я не трахаюсь, я сейчас вас убегну. А зачем ты красишься, если ты не трахаешься? Кого должно ебать, что ты никого не ебешь? Сейчас, слава богу, это все спокойно стало. Давайте сразу же вопрос разберем, что такое асексуальность с точки зрения психологии. Асексуальность — это такая сексуальная идентичность. Говорят еще иногда, что это ориентация, но я не очень люблю само слово ориентация, потому что подразумевается, что ориентация есть какие-то рамки, в которые укладывается человек. На самом деле рамок нет. Сексуальность — это спектр, и в течение жизни человек может двигаться по этому спектру, менять свое поведение, свои предпочтения, свой какой-то гендерный дисплей, сейчас выглядит так, потом выглядит иначе. И многие асексуалы — это люди, которые жили, какой-то обычной жизнью в паре, в браке, у них могут быть дети, потому что давление общества такое достаточно ощутимое. Есть некоторая норма, как нужно делать, какой нужно быть, и многие стараются этой норме соответствовать. Это понятно, безопасно, но когда у человека добавляется больше ресурсов и возможности уже не держаться за какие-то рамки, он вполне может себя обнаружить каким-то другим. И, соответственно, для того, чтобы признавать себя сексуальной, как в твоем случае, здорово, что была поддержка, какой-то психолог, который сказал, что да, это окей. И как-то это позволяет уже себя определять. Во-первых, давайте сразу разберемся, как к кому правильно обращаться по местоимениям. Тебя зовут Эвид? Меня зовут Эвид. Юра? Да. Он? Да. Вы женаты? Да. Вы семейная пара? Да. Вы первый раз это услышали, да? Да. Вы когда женились? 26 августа. Правильно сказать, вы... Заключили брак. Заключили брак. О, классно, заключили брак. Сначала расскажите о своей сексуальности. Я так понимаю, ты асексуал. Да. А ты пансексуал. Да, я пансексуал. Я одно время определял себя как асексуал тоже. Это было достаточно давно. Потом я понял, что мне пансексуальность ближе. Но у меня достаточно флюидная сексуальность. То есть я временами не испытываю сексуального влечения. Сложно сказать, из-за чего конкретно.
Временами, вот, допустим, как вот, не знаю, сейчас текущий период в моей жизни, да, я пансексуал. Я не отличаю вообще романтическое и дружеское влечение, поэтому мне иногда просто пропадает влечение. Иногда оно есть. А если ты не определяешь, как ты можешь определить, что твой муж, ты его любишь? Когда я не испытываю сексуального влечения, я испытываю ощущение разделенной близости и какого-то бэкграунда, и доверия, открытости. То есть. А чем он отличается от дружбы? Я не знаю. Я не отличаю дружбу и романтические отношения. А ты? У меня сложно, потому что я ощущаю себя не только сексуалом, но и романтиком. Типа, я в какой-то момент понял, что я вообще не понимаю, что такое романтическое влечение, то есть я не понимаю, как люди влюбляются. И сейчас у меня получше с этим. У меня, допустим, к Юре есть какая-то доля романтического влечения, то есть я могу сказать, что я сколько-то вот именно чувствую влюбленность в Юру, но при этом кажется, что люди обычно не так чувствуют это. Кажется, что когда я об этом говорю с людьми, для которых нормальная практика влюбляться в разных людей, и они понимают на чувственном уровне, что такое влюбленность, они меня слушают, и что-то как-то вот ты рационализируешь, слишком умные слова используешь, как-то это вот обычно не так происходит. А ты менял документы с женского на мужской? Я не менял документы. Я менял. А ты менял? Да. Так, воу. Хорошо. Ты менял с женского на мужской? Да. Ты же Юра. Да. Ты родился в мужском теле. Вот, родился ребенок, они такие, ну вот, половые органы выглядят вот так, мы запишем как же. И долгое время я общественно за него воспринимался как же. Вот. Но я трансгендерный человек, и сейчас я сменил документы на М. И вы при этом оба не бинарные. Да. У нас вообще еще полиаморный брак. Ну, то есть, условно, у нас нет договоренности, что, например, Юра не может встречаться параллельно с другими людьми. Или там заниматься сексом или еще что-то в этом духе. Как ты понял, что ты... Асексуал? Да. У меня долгое время было ощущение, что мне очень все равно. То есть в своем подростковом возрасте я много слышал вот каких-то обсуждений касательно ориентации. Я такой, ну то есть гетеросексуальность — это когда тебе нравится противоположный пол, гомосексуальность — это когда тебе нравится свой пол, а если и те одинаково, то это бисексуальность. Я такой, наверное, я бисексуален, потому что мне одинаково все нравятся. Ну, то есть я одинаково там люблю и с девочками дружить, и там с мальчиками дружить, и общаться. И меня не отвращает идея, там, я не знаю, кого-то поцеловать. Я начал думать о том, что, наверное, вот я би где-то типа в 12-13, при этом у меня не было ни с кем никаких взаимоотношений. Я такой, наверное, я слишком маленький. Вот ко скольки лет ты понял, что асексуален? У меня первые мои романтические сексуальные отношения были где-то типа в 15-16. Я просто сказал партнеру, что, мол, я не знаю точно, вот как бы мне вообще не очень интересно, но мы можем попробовать, если ты хочешь. Мне с технической точки зрения интересно, потому что я всячески за секс-просвет. Мне кажется, что табу там сексуальности, обсуждение сексуальности, вот это все, это не очень хорошо. У нас не очень много было вот секса, потому что мне просто не было интересно. Я вдруг осознал там спустя несколько разговоров с другими людьми, что я не очень влюблен. То есть я вообще не влюблен на самом деле. То есть я чувствую вот как раз-таки ощущение близости с человеком, с которым я в отношениях. За него переживаю, я хочу, чтобы у него все было хорошо, и мне нравится проводить время. Я чувствую, что это мой близкий человек, но я не чувствую никакой разницы между этим человеком и там, вот своим лучшим другом. Я такой, наверное, нам надо об этом поговорить. И пришел к своему партнеру и такой, типа, вот такая вот история, как бы я не очень вот это. И вот я понимаю, что тебе, наверное, с этого не очень комфортно. Если ты хочешь, то ты там, мне полностью окей, если ты будешь, условно, искать какие-то еще отношения, я все еще хочу быть с тобой близок, давай, типа, как-нибудь так. А он такой, нет, давай не будет так. И мы разошлись, и было мне очень грустно в тот момент, потому что я такой, я не понимаю, почему вот мы так близки были, а теперь из-за того, что я просто тебе сказал, что вот я сексуал и я романтик, теперь мы для тебя менее близки, чем было. И я такой, я не понимаю. Я так понимаю, вы оба сексуалы, правильно? Я, скажем, в спектре, скорее. Мы оба просто не бинарные, вот. И гомосексуальные? Нет, я Ты пансексуал? Да. А я, собственно, асексуал, но панромантик. То есть это значит, что я не испытывал влечения, в принципе, к людям. А
романтическое влечение может быть, в принципе, независимо от гендера и пола. С первым моим партнером я тогда еще не знал, что я сексуал. То есть он был, в принципе, очень понимающий, очень поддерживающий, то есть никакого давления, ничего, то есть все было очень мило, очень хорошо. Но я понимал, что вот как раз я не понимаю, зачем. То есть мы могли бы посмотреть фильм, или могли бы почитать книгу, или там сделать еще кучу каких-то очень интересных дел, а вот это зачем? То есть я понимаю, что я ничего не чувствую, я понимаю, что я вообще не понимаю, что я здесь делаю, не понимаю вообще, зачем это надо. Притом партнеру это было важно, партнеру это было нужно. То есть я думал, что раз я не испытываю к нему сексуального влечения, значит, я его не люблю. А если я его не люблю, зачем я с ним в отношениях? Потом я начал читать, я не помню, где конкретно я об этом услышал первый раз, но я начал искать в интернете информацию, я узнал про сексуальность. И когда у меня были следующие отношения, я уже знал, что я сексуал, я уже знал, что это такое, я уже знал, как это называется, и то есть было уже проще, потому что я могу об этом говорить сразу. В основном, когда я говорю про сексуальность, есть две реакции. Все классно, но я изменю. Как бы я спокойна к этому варианту. То есть я сразу говорю из разряда, ну смотри, со мной трахаться не получится, но это не значит, что у тебя закрыт этот супермаркет удовольствия, скажем так, поэтому... Ну вот смотри, трахаться не получится, это значит, что и обниматься не получится, Нет, целоваться не нет, получится, нет, или я только непосредственно... Только вот посредственно секс. Ну, то есть это не всегда типа никогда, все, эти железные трусы надеты. А в плане того, что очень многие люди обижаются, когда я говорю, что я сама даже не предполагала этого, что действительно партнеры принимают это как оскорбление, когда я говорю, блин, ну может просто полежим, типа, может не обязательно, как бы мне не очень комфортно. И вот человек сразу думает, что ага, ты меня не хочешь, значит, ты меня не любишь, значит, там еще что-то. Вот, реакция делится, типа, все нормально, но их это гложет, это прям заметно. И потом уже впоследствии, моя любимая, когда мне кричали, твоя зона комфорта пахнет трупной гнилью, ты никогда не будешь счастливой, ты робот, ты не понимаешь. Это твой партнер тебе так говорит? Да. Больно слышать. У тебя какой-то определенный тип сексуальности? Вообще, как она делится? Я как бы делю для себя сексуальную ориентацию и романтическую ориентацию. То есть, например, я панромантик, я не аромантик, я спокойно как бы влюбляюсь, даже неспокойно влюбляюсь. Но я не разделяю, то есть я знаю там демисексуальность, антисексуальность, асексуальность. У меня асексуальность, я именно не испытываю сексуального влечения. То есть это не отсутствие либидо, это не фригидность. То есть если я влюбляюсь в человека, то я не могу даже представить с ним сексуальную связь, не говоря уже о том, что это для меня не цель. Ну, иногда часто я вообще забываю, что секс есть. Ну, и был период, когда я такая, хоть бы демисексуал, хоть бы демисексуал. Как вот когда шляпу на тебя надевает Гарри Поттер, когда лишь бы не Слизерин. Да, я до последнего надеялась, что, может быть, все-таки демосексуальность, но сейчас такое принятие. Ну, в общем, да, меня подтолкнул психолог, когда она сказала, что это нормально, есть такие люди, и потом помогли только форумы. Повезло с психологом, на самом деле, прямо с первого раза, Да. потому что очень часто клиенты, приходят на прием, уже имея какой-то опыт за плечами обращения к психологу, и там обратная совершенно история, когда предлагается лечить, как-то что-то компенсировать там, и так далее, и так далее. Мало до сих пор у кого в голове есть идея о том, что асексуальность – это нормально. Хотя подразумевается, что психолог – это человек, который априори принимает своего клиента со всем содержимым, со всеми смыслами, опытом и так далее, с которым приходит человек. На практике это не всегда так. Получается, что нужно одновременно работать и с вопросами о сексуальности, которые могут как-то тревожить человека, и залечивать какие-то предыдущие раны, что ли. Когда есть уже хоть один человек, который тебя принимает, кто тебя выслушивает и так далее, чем на терапии люди занимаются, они обретают опыт каких-то устойчивых, безоценочных отношений. Дальше этот опыт уже можно экстраполировать, так сказать, за пределы кабинета. Поэтому если вдруг совсем-совсем не на кого опереться, не находятся никакие люди, никакое сообщество, сейчас хотя бы онлайн все работает. То есть можно прийти к психологу и дальше с этим что-то там делать. Рассказываю реальную историю. Больше года назад я перестал ходить к своему психотерапевту. Дело в том, что добираться до него нужно было около часа-полутора в одну сторону. И в момент, когда я уже приезжал к нему, я был настолько накручен, плюс я еще опаздывал периодически и тоже себя накручивал из-за этого, что я решил, что мне лучше к нему не ходить. Я неоднократно просил ее перейти на онлайн-встречи, но, к сожалению, не договорившись, был вынужден с ней расстаться. А сегодня у меня в программе гештальт-терапевт онлайн-сервис
сервиса Ясно. Ясно — это то, что лично я очень давно ждал. Это видеоконсультации с психотерапевтом. Оказывается, этот сервис существует с 2017 года, и у них на платформе уже более 200 психотерапевтов. Вы можете выбрать любого, прочитав информацию на сайте, или же Ясно подберет вам специалиста на основании заполненной анкеты. И, кстати, 50-минутная сессия у них стоит всего 2850 рублей, что гораздо дешевле, чем обычные очные сессии. Например, я платил 5000 за одну встречу. Если ты как раз ищешь хорошего психотерапевта, то вот тебе мой промокод PetyaPro на скидку в 20% на первую сессию. Ищи ссылку на Ясно в описании. Нет такого, что, может быть, ты просто не нашел того, в кого ты влюбишься и кого заходит. Но я понимаю, я задаю самые примитивные глупые вопросы, потому что я пытаюсь тоже понять. Я думал об этом, и в периоды особенно какой-то грусти насчет своей сексуальности я действительно сижу и такой, типа, блин, ну, а вдруг я когда-нибудь найду человека, которому я буду это испытывать? Но мой ответ, типа, я не знаю, найду ли. Если случится, супер. Если не случится, мне норм и так. При этом мою реальность сейчас, мой опыт сейчас описывает именно слово «сексуальность», потому что я не испытывал, я не испытываю, и я не ожидаю пока, что я буду испытывать, потому что я не понимаю, как. Я использую слово «сексуал» не потому, что я уверен, что я никогда не буду испытывать, а потому что я лучше всего могу описать свой опыт именно этим словом. Если вы думаете, что вы не знакомы с асексуалами, сейчас мы попробуем вас переубедить. Примеры из реальной виртуальной жизни асексуалов. Начнем с первого. Спанч Боб Сквепенс, Губка Боб. Он асексуал. Об этом еще в начале нулевых заявил создатель мультфильма в одном из интервью. Поэтому, девчонки, если вы заваливаете директ Губки Боб, бесполезно. Не делайте этого понапрасну. В мультфильме «Конь Боджек» на Netflix друг главного героя, Тодд Чавес, тоже является асексуалом и по сюжету заводит отношения с девочкой-асексуалкой. Сериал Sex Education на том же Netflix, который дал пинка под зад всем американским комедиям про секс, похоть и бесчинство. Там есть целая сюжетная линия про девочку-асексуалку и ее взаимоотношениями с социумом. Нет, я не хочу заниматься сексом вообще. Мне кажется, я сломана. Ты знаешь что-нибудь об асексуальности? Это когда не испытываешь сексуального влечения ни к одному полу. Секс не делает нас цельными. Исходя из этого, как ты можешь быть сломана? Если еще не смотрели, обязательно ознакомьтесь. Асексуалы также Шерлок в исполнении Бенедикта Камбербэтча, Шелдон из «Теории Большого Взрыва», Доктор Кто, Декстер. Все они известны многим, но их никто же не упрекает в том, что они асексуалы, и это круто. А если брать литературу, герой идиота Достоевского, князь Мышкин, тоже асексуал и девственник. И из реально существовавших в истории людей Исаак Ньютон и Никола Тесла — это доказательство того, что жизнь без секса может быть крутой и увлекательной. Ну, во-первых, не все асексуальные люди не занимаются сексом. Асексуальность — это не отсутствие вот именно сексуализированно окрашенного влечения. Можно испытывать восторг, трепет, радость от встречи. Можно хотеть быть в паре. Да, там можно, я не знаю, ходить на свидание, держаться за ручки, там, ходить вместе в кино, но и при этом чувствовать себя именно парой. Потому что для того, чтобы быть парой, не обязательно, чтобы один человек вставлял что-то в другого. Ну, то есть, как бы, мне кажется, это довольно очевидно, но для многих людей правда, кстати. Интимная близость — это какое-то доказательство там, любви, совместности и прочее. И вот асексуалы, кстати, могут заниматься сексом, если они хотят доставить радость своему партнеру. Или если они хотят завести детей, например. Они не потерпят, скажем так. То есть отсутствие влечения — это на самом деле не болото, это не робот, очень много чувств. Любой асексуальный человек испытывает такой же спектр переживаний, как и любой другой. Это скорее такой набор каких-то практик, что ли. И асексуальному человеку вообще хорошо встречаться, похоже, с асексуальным человеком, чтобы не возникало вот этого постоянного конфликта. Если у тебя муж Юра, например, у него полиаморфные отношения, он с кем-то встречается, с кем-то секс происходит, то что ты при этом чувствуешь? Я чаще всего рад за Юру. Мне кажется, что это здорово, что у моего близкого человека есть другие близкие отношения. Есть слово «комперсия». Это, по сути, противоположность ревности.
Вот я очень неревнивый человек, но при этом я в последнее время испытываю много комперсий. То есть я такой... Комперсия — это радость за человека, когда он тебе изменяет? Не изменяет, а, допустим, испытывает какой-то романтический опыт с другим человеком. Или сексуальный. Или сексуальный, да. Измена — это нарушение договоренностей. У нас договоренности такие, что ничего не нарушается. Мне кажется, у нас нет договоренности. У нас есть договоренность. Ну не про это. То есть я расстроюсь, если ты будешь без меня смотреть какой-то сериал. У нас как минимум есть договоренность про немногамие. Окей, шор. Асексуалы вполне влюбляются. Это может быть романтически окрашенное влечение. То есть есть люди, которые испытывают интерес к другому человеку чисто антропологический. Можно любоваться кем-то как таким эстетическим произведением искусства фактически. А можно с этим человеком хотеть быть. Просто без секса. И тогда очень трудно раскрыться, если есть страх, что эти отношения закончатся. Ну вот это какая-то история, что всем очень важно, что у тебя происходит в штанах. В этом смысле забота психолога, работа психолога с людьми, которые к нему приходят, состоит в том, чтобы позволить отлепиться от других, от мнения других, там, и зажить уже спокойнее как-то и свободнее. А у вас когда-либо были какие-то вообще сексуальные отношения любого рода? Да. Да, но они просто сейчас происходят нечасто или вообще не происходят, поэтому ты асексуал? Асексуальность — это отсутствие сексуального влечения, то есть это про какую-то чувственную такую штуку. То есть, например, многие гомосексуальные мужчины имели когда-то отношения с женщинами, в том числе сексуальные. При этом они не становятся менее гомосексуальными из-за этого. То есть сам факт секса, наличие какого-то интереса к нему не связан с сексуальным влечением. Поэтому сексуальные люди технически по каким-то другим причинам могут заниматься сексом, при этом все еще оставаясь сексуальными. То есть, по сути, это технический процесс просто? Это может быть техническим, то есть это может быть чисто физический процесс. Для меня вот именно занятие сексом — это отсутствие. Ну, то есть я как будто в черной дыре, действительно, я как будто не присутствую. Я вот так это ощущаю. Несмотря, что там я что-то делаю, или там заботливый партнер, незаботливый партнер, я чувствую это как, меня не существует, вот такое. Но были, конечно, и хорошие опыты. Были прекрасные опыты. А что значит прекрасные опыты? То есть у тебя реально был какой-то опыт, когда тебе секс понравился, но просто это происходит крайне редко? Да, произошел хороший секс, и такая: о, классно, прикольно, существует, удивительно, клево, как в кино. Но потом я думаю такая: а может повторить? Такая думаю: да нет, я не хочу. Вот эта логика сексуала в плане: да, есть секс, но ты не хочешь его определенно. Если говорить об асексуальности как о спектре, то стоит рассмотреть еще некоторые его оттенки. Например, демисексуальность. Возможность испытывать сексуальное влечение только после формирования близкой эмоциональной связи с человеком. К незнакомым или малознакомым людям демисексуалы испытывать влечение не могут. Грейсексуальность. Обычно грейсексуальные люди испытывают сексуальное влечение слабо или редко, из-за чего их опыт похож на асексуальный, хотя по факту влечение они испытывать могут. Фрейсексуальность. Возможность испытывать сексуальное влечение только к незнакомым людям. Фрейсексуалы не могут испытывать влечение к людям, которых они хорошо и близко знают. Литосексуальность объясняется двумя определениями. Первое – это нежелание проявлять свое сексуальное влечение при наличии возможности его испытывать. А второе – исчезновение сексуального влечения к человеку, когда он или она отвечает взаимностью. И еще один оттенок – эйсфлакс. Колебание ориентации человека между асексуальной и просексуальной. Обычно слово эйсфлакс используют люди, переживающие достаточно долгие периоды отсутствия влечения, из-за чего их опыт сильно похож на сексуальный. Быть асексуалом, который не занимается сексом, это совершенно нормально, потому что даже если у организма есть какие-то возможности, у него все равно нет никаких обязательств. То, что у женщин есть репродуктивная функция, в общем, не должно заставлять их рожать. Если бы отказ от секса влек за собой какие-то очень тяжелые последствия, там, нарушение здоровья, какие-то психические там, нарушения и прочее, то я не знаю, как бы плавали моряки на подлодках, как бы монахи там выдерживали, так сказать, свой целибат. Нет никакого вреда для воздержания, есть вред от отсутствия контакта с другими людьми. Вот есть исследование, что в течение дня нам обязательно надо с кем-то живым встретиться глазами. В этом смысле на изоляции, если вдруг сейчас нас всех сажают на карантин, все равно обязательно нужно ходить в магазины или вызывать курьеров. Зум и скайп не помогают, да? Нужно такое, хотя бы котика надо завести, чтобы это был какой-то живой контакт. Вот если живого контакта нет, тогда реально труба. А без секса точно можно. А по поводу, кстати, порно и мастурбации как физического снятия напряжения, это происходит? Это происходит, да. У меня когда тревожность, когда гиперэнергия, я такая: время это. Либо йога, либо мастурбация.
как бы такой вариант. Да, кстати, многие думают, что асексуалы не занимаются там, мастурбацией, например, или не испытывают оргазм. То есть это точно не нужно путать. Аноргазмия – это одно, там, не знаю, снятие сексуального напряжения, которое возникает телесно, как такой нервный импульс в нервных пучках, это другое. Но вообще сексуальность, и секс – это часто такой способ коммуникации вообще-то с другим человеком. Похоже, у асексуалов сексуальность есть, оргазм может быть, разрядка может быть, там другого просто нет. Мы работаем в ресурсном центре для ЛГБТ в Екатеринбурге. У нас есть комьюнити-центр, а также мы проводим психологическую, юридическую поддержку бесплатную для сообщества и проводим мероприятия. У нас есть служба экстренной помощи, где мы помогаем людям в сложной жизненной ситуации, занимаемся исследовательской деятельностью, и у нас большая пиар-команда, и для каждой из букв в аббревиатуре, и даже чуть больше, у нас есть свое отдельное направление, проходят группы поддержки, взаимоподдержки. Подскажите, а с какими вопросами к вам чаще всего обращаются сексуалы в центр? Обращаются за созданием каких-то общих пространств, чатов, каких-то мероприятий, еще что-то для общения, для обмена равным опытом, поддержки друг друга. Сексуальные персоны также обращаются к нам в экстренную помощь и также оставляют у нас свои истории в мониторинге преступлений ненависти. Было 3 персоны, которые указали свою ориентацию как асексуальную, которые рассказали о том, что они столкнулись с определенными угрозами, ненавистью и хотели бы, чтобы эти истории были услышаны. На самом деле у нас асексуальное сообщество очень активное, очень объединенное сейчас. И в прошлом году, получается, перед неделей видимости асексуального сообщества, которая проходит в конце октября, кстати говоря, нам написали ребята, что хотели бы что-то к неделе видимости. Мы организовали дискуссионную такую площадку, живая библиотека со сексуальными персонами, где просто персоны, которые хотели рассказать о себе, они пришли и рассказали, состоялась какая-то дискуссия. С этого началась какая-то отправная точка. Это очень сильно помогает для того, чтобы люди понимали, что они не одни, верно? Да. После этого я понял, что есть определенная потребность, в том числе в безопасных пространствах для асексуальных персон. И сейчас у нас есть группы взаимоподдержки именно для асексуальных персон, для асексуального сообщества всего спектра, на которые можно пойти, они проходят раз в месяц, я решил их проводить в последнее воскресенье месяца. Сейчас они проходят онлайн, и поэтому подключиться могут любые желающие. То есть это не то, что мы сверху что-то даем сообществу благополучателям, мы такие же, как они, и, в общем, да, это наше правило. Вы живете с партнерами, да? И вот расскажите про то, как они принимали вас после того, как вы сделали камин-аут, что вы сексуал, или рассказали об этом, или вы вынуждены были поменять партнеров, и сейчас живете с кем-то, кто понимает вас? Я сам узнал о своей сексуальности в прошлом году, мне Полина сказала. Мне дал это понимание ресурсный центр для ЛГБТ, куда я пришел изначально по другим каким-то своим причинам, но выяснил еще и вот такую грань себя, так сказать. На тот момент я находился в отношениях со своим партнером больше 10 лет, сейчас уже 12 лет мы с ним вместе, и, естественно, мы не расстались. И я испытываю некоторые сложности с принятием сейчас своей асексуальности от своего партнера, но он старается, и я думаю, что мы все преодолеем, мы пойдем каким-то взаимовыгодным компромиссом. То есть это не обязательно означает, что нужно рубить все с плеча и как-то отношения, которые уже сложились, партнерские, разрушать? Я тоже узнала свою идентичность, когда находилась в очень длительных отношениях. Мы тоже на тот момент были уже 10 лет вместе, и честно говоря, кроме того, что я осознала, и мне стало понятно, кое-какие вещи больше в прошлом, ничего не поменялось в принципе. Я потом рассталась с этим партнером, но не из-за своей идентичности, причины были другие. А сейчас с новым партнером у меня тоже нет никаких проблем. Вы наверняка слышали об игре Кодзимы гения Death Stranding. Она вышла на PlayStation в 2019 году и в какой-то степени стала пророческой. И вот почему. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире.
где все люди изолированы под землей в бункерах, и единственные, кто могут передвигаться по земле – курьеры. Что-то напоминает, правда? Так вот, главный герой, курьер, доставщик, находит брошюру исследования, в котором рассказывается об асексуальном мире. Там написано, что людям в изоляции сложнее формировать эмоциональные связи, и поэтому количество асексуалов становилось все больше. Кодзиму в этом упрекнули, захейтили из-за того, что он подал асексуальность как проблему, приобретаемую, которую якобы нужно решить, а не как образ чувств и вариант ориентации. Ты рассказала своим родителям уже о том, что это давно? Давно, да. Ну, лет... Наверное, в 17 я об этом заговорила. Ну, они такие, ну, в детстве ты хотела быть мутантом, сейчас ты хочешь быть асексуалом. Типа, какая разница? Ну, то есть они не восприняли это всерьез. Они ее восприняли всерьез или они тебя поддержали и просто... Ну, Не, они просто такие, типа, ок. А сейчас они к этому как относятся? Да мы даже не заговариваем на эту тему. Так наоборот, они, может быть, поддержали и не лезли. Ну, может быть, они так поддержали, но мне кажется, как бы, что у них подсознательно, вот ты найдешь того самого. Но они тебе такие вопросы впрямую задавали? Да. Мне вот это говорили, у тебя нет молодого человека, это странно. Ну, как бы тему секса мы вообще не касались, понятное дело. Это не то, над чем ты на семейном ужине во время Пасхи поговоришь, как бы, поэтому... Они не следят за тобой в социальных сетях, что ты говоришь о том, что ты асексуал? Ну, нет. Может, они в такой выжидательно похожей позиции. На самом деле, сексуальность – это же очень неудобно. Родители хотят внуков, государство хочет рабочую силу, там, прирост рождаемости и так далее. И поэтому очень часто вот эта история. Ну, подожди, может, все пройдет, у тебя там вот мужика нормального не было. После 30 там гормональный фон поменяется, и ты увидишь. Ну, то есть, может быть такое. Не, я думаю, такая молчаливая просто поддержка. У меня же еще отец православный. В смысле, он очень сильно верующий. Да. Тогда подожди, им это должно нравиться. Ну, то есть, чтобы немножко объяснить их логику. Я им в подростковом возрасте впервые призналась, что у меня глубокая депрессия. Я признаюсь в этом отцу, и отец говорит: яичницу будешь? Я спрашиваю, почему ты так себя повел тогда? Он такой: ну я хотел тебя отвлечь. То есть это его логика. Я думаю, блин, ну билеты в Диснейленд хотя бы, ну как бы не яичница. Мне кажется, что если мою мать спросить про то, типа, какой ориентации вот твой ребенок, она, скорее всего, не сможет ответить, потому что она ничего не понимает, она уже запуталась, вот примерно как ты сейчас, когда про гендер спрашивал. В итоге сейчас ты общаешься с родителями, все нормально. У тебя мама, да? У меня мама. У меня папа тоже есть, но они как бы просто в отдельных таких вселенных существуют. Все нормально. В любом случае семья поддерживает, и да. все хорошо. Да. А у тебя как? Нет, у меня все плохо в этом смысле. Я не общаюсь со своими родителями, вот, они абсолютно не приняли меня там после каких-либо камин-аутов и прочего. Но при этом мои все друзья знают, и, естественно, я абсолютно открыт, как бы просто с родителями не общаюсь. И, естественно, не было на свадьбе, никто не поздравлял, вот это вот У нас все. свадьбы такого не было. Не, но все равно на расписаться не приходила мама. Нет, Никто не приходил. Коронавирус. Мы потом думаем сделать свадьбу какую-то. Вот. Я не уверен, что я позову маму, потому что, несмотря на то, что она мне недавно по телефону сказала: ой, вот мне нравится Юра, Юра хороший. Последний раз, когда она тебя видела, она ходила и такая: что происходит опять? Я только привыкла к тому, что ты брови сбрила, теперь это. Меня очень круто брат поддерживает, ну, потому что поколение помладше, ну, мы супер друзья. Ровесники, да, плюс-минус? Нет, он на 8 лет меня младше. Во-первых, как бы, когда я ему сказала, он там был в подростковом возрасте, он такой: блин, круто, классно, типа, я рад, что ты нашла себя, что ты нашла это слово. А вот это лучшая реакция, не вот это: расскажи мне все, как ты к этому пришла, кто тебя изнасиловал, в смысле, если здесь появится голый Камбербэтч, типа, ты не отреагируешь, тебе ничто не проснется, ну, то есть вот такие идут уже вопросы. Ну, с подросткового возраста это были шуточки на тему: а кто у тебя сейчас, парень или девчонка? Я не понимал, что здесь такого смешного. Мама шутит, кто у тебя, парень или девчонка? Ну, в смысле, кто Я у тебя... думаю, она сама бисексуалка. Как бы для нее это никакое не открытие. То есть я не знал никогда, что у нее были женщины, но, в принципе, по реакции мне кажется, что она, ну, либо пан, либо би, ну, би точно. Вы вообще с семьей общаетесь, кто-нибудь из вас? По большей части нет. Мы не так давно виделись с моей матерью и поняли, что лучше не видеться. Он виделся первый раз через 3 года, как да. съехал. Вы с ней не созванивались даже? Нет, я просто брал все контакты, потому что на тот момент мне было ментально и без того очень плохо. А мать только добавляла дров в огонь. То есть она, в принципе, достаточно абьюзивный человек.
Поэтому я считаю, что токсичное общение – это не то, что способствует хорошей жизни. Если не семья, тогда как друзья, окружение? Вы это говорите, вы это обсуждаете, вы рассказываете об этом? Или это вообще личное дело каждого, и зачем им это знать? Ну, могу сказать, что мой круг общения более-менее это церковь. Я религиозный человек, я хожу в церковь. Церковь приемлет только гетеросексуальные отношения, только в венчанном браке и все вот это. Крис, у тебя как? В принципе, про сексуальность я не то чтобы особо где-то говорю, потому что считаю, что это важно знать тем, с кем я собираюсь заниматься сексом, или с кем я собираюсь вступать в отношения. Потому что остальным людям зачем им это знать? То есть не то, чтобы я этого как-то стыжусь или что, нет. Просто я считаю, что это лишняя информация людям, с которыми мы просто там, не знаю, общаемся, просто знакомые, приятели. В целом, вообще есть мысли, сколько, может быть, какой процент сексуалов сейчас по Екатеринбургу, хотя бы вот так, плюс-минус? В любом нашем исследовании, активистском исследовании, которое проводит ресурсный центр, есть какие-то варианты, где можно указать свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность. И там можно чаще всего указать сексуальную ориентацию. Я помню, что от 1 до 3% где-то так и набиралось. По-моему, в мониторинге у меня 3% в итоге. Ну, еще сложно сказать, потому что информации о сексуальности очень мало, и люди могут не осознавать свою идентичность, будучи асексуальными. Ну, так, например, со мной произошло. Я очень много лет не знала, что со мной. Вот, пока не наткнулась на информацию об этой идентичности. Получается, если мы будем считать какую-то статистику, то получим факты только по тем людям, которые себя уже осознали, и по тем людям, которые среди вот этого большинства осознавших готовы где-то заполнить какой-то опросник. Посчитать количество асексуалов невозможно, но в рамках каких-то локальных психологических исследований выявлено, что это там, от 1 до 3%, например. А это значит, что это уже больше 10 миллионов человек на планете. Но с 10 миллионов человек кого-то встретить, в общем, реальнее, чем 1 или 0, там, правда? Как ты воспринимаешь материнство? Хочешь ли детей? Каким образом планируешь, в случае чего? Конечно, я об этом думала. Я мечтаю о доме странных детей Мисс Уточкиной, о институте артексовьедных. Нет, я мечтаю, воспитывать мне очень нравится. Я не думала о том, что рожать, не рожать, вообще об этом думала. У меня уже нет надежды на то, что я с кем-то смогу завести семью, с кем-то я смогу быть долго, но я стараюсь об этом не думать. То есть у меня нет такого, что только мои гены, только мои арийские дети. Нет. Я очень хочу действительно воспитывать. И, я думала о том, что, возможно, я просто усыновлю, удочерю нескольких, буду растить их самыми счастливыми людьми на свете. То есть у меня такая задача. Я не думаю, что там брак, давайте будем честны, каждый хочет быть любимым. А сексуал-то не асексуал, каждый хочет быть любимым. Не у каждого равные шансы, откровенно говоря. Я уже так подзабила немножко под этот вопрос и думаю, я вообще об этом не буду думать. Мы конкретно, допустим, не хотим взводить детей, беременностью, рождением и прочее, но при этом рассматриваем какой-то опыт, поскольку мы в полиаморных отношениях, в монархии-отношениях, что, допустим, кто-то из наших партнеров, например, заводит ребенка, и мы активно принимаем в этом участие, мы часть какой-то семьи для него. Да. И то есть это, допустим, для меня абсолютно какой-то идеальный вариант, насколько я помню, для этого тоже. Да. Так что да, я хорошо отношусь к этим детям. Я очень люблю детей. Я прям Юра смотрит на фотографии кошек, а я смотрю на милые видео с детьми. Мне кажется, что это очень мило. При этом я боюсь воспитывать ребенка, и я не хочу выражать. Соответственно, вы хотели бы, что каким образом это произойдет, если это произойдет? По ситуации. Если произойдет, будет хорошо. Я бы не знаю, я, наверное, хотел бы, чтобы такое произошло где-то 35-летие плюс. И постоянно этот мой любимый аргумент, когда с кем-то споришь, такие: эволюция. Мы все должны размножаться. Это наш подсознательный инстинкт. Мы все делаем для размножения. Вика, по эволюции что ты можешь мне сказать и зрителям, и ребятам, которые донимали Сончу? Никакого инстинкта размножения у человека уже нет, потому что человек стал социальным животным, и у нас остаются скорее какие-то влечения и рефлексы. Например, сами фрикции – это просто рефлекс. Если где-то в одном месте появилось какое-то возбуждение, допустим, до этого места человек дотронулся, как дети себя, например,
опознают сексуальность — это врожденное качество. Даже у асексуалов она все равно есть. Через какую-то идентификацию себя, через узнавание своего тела и так далее. Но если нас не обучали бы, как сексом заниматься, если бы никто не рассказывал, как это происходит, этого бы не происходило. Сидела бы толпа мирно мастурбирующих людей. Секс — это некоторое обучение. У человека нет инстинкта. Все, они как бы подусохли в процессе эволюции и очень сильно подменяются всякими социальными историями. У человека есть один единственный инстинкт. Когда нам кто-то нравится, и мы бросаем на него взгляд, у нас брови чуть-чуть приподнимаются. Все, больше инстинкта нет. Все сидят, смотрите, все влюбленные прямо. Может, это удивление? Подожди. Да, если глаза чуть-чуть притаращиваются, это уже немножко другое. Я просто к чему? К тому, что для того, чтобы люди занимались сексом, их должны как бы для этого обучать. Для этого есть, не знаю, эротическая литература, всякие разговоры в кулуарах, там снимают порно и прочее. То есть мы как-то от кого-то узнаем, как это происходит. Если вдруг совершенно изолированная парочка людей вдруг оказывается в вакууме, и вокруг них вообще ничего нет, но каким-то образом они обнаружат у себя на теле приятные места, но как такового секса просто быть не может, потому что нет такого инстинкта. Какие самые чаще всего задают вопросы, которые раздражают от людей, которые хотят, чтобы вы вели нормальную жизнь и были нормальными людьми? Когда-нибудь ты найдешь того самого. Не знаю, у меня на это всегда ответ точно такой же, как и насчет других ориентаций. То есть асексуальность — это ориентация. И не знаю, все равно, что гею говорить, что когда-нибудь ты найдешь правильную девушку. Или говорить гетеросексуальному человеку: подожди, просто когда-нибудь найдется нормальный мужчина для тебя, не переживай. Меня, по-моему, спрашивали как-то про то, не монах ли я. Я причем иногда шучу, что меня целибат. Это довольно смешно, потому что на самом деле не совсем. Еще спрашивают, типа, а ты ходишь к врачу? То есть это часто вот про то, что а вдруг ты сломался, а вдруг это вот гормональное что-то. Не было хейта? Конечно, было, господи, дофига. Я не буду с тобой общаться, потому что ты асексуал. А зачем ты пьешь, если не даешь? Напиши, когда вылечишься. Господи, это нервный смех был. Зачем ты пьешь, если не даешь? Это вообще теперь мой лозунг будет, я не знаю. Петя любит выпить. Прямо здесь сейчас поставить. Зачем ты пьешь, если... Какой ужас, какая жесть. Как мне определить, что я, например, не асексуальный, а антисексуальный, да? Это когда нет физического влечения. Это когда, по-моему, отрицательно относится к сексу. Ты знаешь, я бы так сказала. Асексуал может сексом заниматься, но не хочет. А антисексуал может, но не хочет или не может по каким-то причинам. То есть это религиозный целибат, это там, не знаю, нахождение в определенном каком-то контексте. Это такой сознательный выбор. Я ни с кем не сплю, вообще не реализовываю никаких сексуализированных практик. Все, короче, тема для меня закрыта. У асексуала нет этого выбора. А если физически человек не может, то как это определить? Вот, что такое не может физически? У него ни одного пальца, у него нет языка. Нет, ну может быть есть какие-то, я спрашиваю, может быть есть какой-то химические, не знаю, гормоны. Да, это первое, что говорят. Проверься на гормоны. Есть в МКБ, международная классификация болезней, пока там 10-й пересмотр действует, потом будет 11-й. Но, тем не менее, пока есть такое расстройство сексуального спектра, как там гипоактивность. То есть сниженная активность. И действительно с этим можно что-то, возможно, сделать. Возможно, есть там какой-то гормональный профиль сдать. То есть на самом деле, когда к психологу приходят люди, очень часто мы для начала просим там проверить щитовидку, там какие-то сдать гормоны, потому что, правда, это сильно влияет. Так вот, асексуалы могут сдавать эти анализы, и у них все будет по гормонам окей. Они просто такие родились. Это нормально. Еще я вам дам лайфхак. Как разговаривать с теми, кто агрессивно пытается тебя отвести к сексологу, поменять или сказать «пей витаминки» и тому подобное. Скажите, что даже если вы сходите к сексологу и вас вылечат, или вы станете нормальны, то ты будешь последним человеком, с которым я буду трахаться. Они отходят сразу. Просто лайфхак рабочий, вот реально. Дайте совет, например, людям, если у них дочь асексуалка, сын, партнер, друг подруга, что нужно делать в первую очередь? Нельзя говорить, все еще поменяется, а как же гормоны, спрашивать, а был ли у тебя опыт, то есть лучшее, что можешь сказать, круто, классно, и не спрашивать, как ты к этому пришла.
А в какой момент ты решила? Вот еще вот эти формулировки. Как будто я сидела такая, блин, что бы придумать такое? Вот как бы хочу решить свою ориентацию. Я там, например, когда веду диалоги, я стараюсь это не упоминать, потому что я знаю, это 2-часовая телега. Сейчас будет это на очень долго. Я говорю, 3 вопроса у тебя есть, как у сфинкса. Говорю сразу там, у меня не было травматического опыта, это не вследствие травматического опыта. Я думаю, это было всегда. Я не планирую, чтобы это менялось. Может измениться, конечно, но не сейчас. Я думаю, в первую очередь, да, действительно спросить, хочешь ли ты про это поговорить, и мне было бы интересно. И второе, это не предполагать, потому что некоторые сексуалы вообще никак не хотят никакие иметь отношения с сексом, вообще не говорить про секс, а могут быть одновременно антисексуалами. Некоторые просто, типа, ни сексом вообще не занимаются, некоторые занимаются и вообще всячески топят за то, чтобы за разделение сексуального увлечения и секса непосредственно. Вам сейчас тяжело жить в России вот со всеми вашими сексуальностями, которые у вас есть, и как на вас общество смотрит в целом? Как сказать, я, допустим, не то чтобы боюсь, я боюсь. всячески... Да, я стараюсь всячески дело проявлять и видимость и прочее, но как бы это постоянно затрачивает какое-то количество сил, потому что тебе нужно быть готовым к тому, что тебя доебутся, к тому, что ты потом пойдешь в полицию снимать побои. Вы это делали? До меня доебывались несколько раз. До меня тоже доебывались. Вот. Это вообще такая обычная очень часть жизни. Меня ни разу не избивали. Вот. На доебы очень тяжело написать заявление. Главный совет, который можно дать человеку, который распознает себя как асексуала, кстати, на самом деле никто не скажет вам, ты асексуал. Ну, как бы это внутреннее какое-то все-таки переживание, поэтому мы говорим про то, что это идентичность. Это поиск безопасной подпитывающей среды. Там, где принимают, там, где понимают, среди таких же, как ты, фактически. Находить поддержку – это единственный совет, который можно дать. Все мое сейчас окружение состоит из людей, которые знают, понимают, либо являются частью каких-то сообществ, в которых я состою, либо нет и просто принимают, и все хорошо. И это очень помогает. Я бы, наверное, хотел сказать, что очень важно постараться принять себя в этом. У меня, на самом деле, с этим достаточно сложно все еще, и это долгий путь принятия, потому что я понимаю, что общество все-таки по большей части аллосексуально. И быть асексуалом достаточно непросто, и пытаться как-то, и понимать, что это нормально, и понимать, что так бывает, и все люди разные. Важно как-то искать свою подлинность. Да, многие считают, что вот ярлык зачем к себе приклеивать. Ярлыки — это иногда очень важно. То есть одним словом очень емко что-то описать, и насколько это возможно, не поддаваться стереотипам в стиле вот так можно, а так точно нет. Бог создает разные вещи, и можно абсолютно разным образом, и главное, вот, да, я согласен с Крисом, очень важно обсуждать это с партнером и не ставить крест, я там в спектре или я аллосексуал, а ты нет, значит все. Может быть и не все, может быть что-то и получится. Мне кажется, что важно быть именно подлинным, именно искать себя, а не какой-то образ. Классно, что мы все разные, не нужно себя ни в какую ячейку впихивать и просто любить жизнь, жить, заниматься любовью или не заниматься. И главное, абсолютно всех принимать. Эмпатируйте, в общем, эмпатируйте. Все сейчас забывают, что такое эмпатия, что вообще что такое слушать. Принимайте, что есть все, и не атакуйте. Единственная у меня просьба. Но на самом деле то, что сейчас происходит, обнадеживающе. Как люди начали друг друга слушать наконец-то и расшатывайте свою систему ценностей, скажем так, свое мировоззрение. Учитесь принимать, понимать другое, понимать, что все, что отличается от вас, это не угроза, это варианты. Пока я разбирался в этой тематике, я выяснил, что я демисексуал. Это человек, который может заниматься сексом только с партнером, к которому есть очень теплые отношения и привязанность. Иначе секса быть не может. Официальное признание. Я демисексуал. Поздравляю. Ребят, ничего себе открытие.